Мне всегда нравилось рассматривать какие-либо сборки на основе Windows. Об этом у меня имеется рубрика на канале, которая пополняется редко. За все время существования этой рубрики, которая даже голоса сначала не имела, потому что она появилась до 22 года, мы рассматривали как классические по типу Зверь CD или же сам билд 2008, так совершенно ужасное, и название он их даже не хочется упоминать. Да и более того, я когда-то очень хотел рассказать обо всем процессе и прочих способах создания сборки своими руками, но до этого у меня пока не идут руки. Хотя я, на самом деле, это действительно очень хочу. Но ничего страшного, я сейчас делаю кое-что интересное на будущее. Надеюсь, вам очень понравится. Ну да ладно, мы сейчас не об этом. В этом видео я бы хотел рассмотреть сборки, которые мне кажутся странными, или же каким-то образом рвущие шаблон а-ля, казалось бы, ну не может быть. Давайте начнем. Приношу к сведению, что все показанное в видео демонстрируется исключительно в развлекательных и образовательных целях. Вообще, перед тем, как начать рассматривать и на всякий случай морально, да и эмоционально готовиться ужасаться, надо бы ответить на один маленький вопрос. А где подобные сборки вообще можно найти? Как это все выцепить? Ответ простой. Существует множество групп, сайтов, FTP-серверов на эту тему, а в последнее время все больше замечаю сборки от людей на archive.org. И первое, что мы рассмотрим, это Windows XP Aira, сборка, созданная пользователем Ника и выполнена в стилистике Windows Vista. И смотря на обложку, создается ощущение, что это Windows XP из параллельной реальности. Хотя интересно, а каким был бы Windows вообще, если бы Windows Vista не увидела свет? Вроде бы и любопытно, но и вроде страшно это как-то представлять. Последняя версия весит почти 1 гигабайт, если быть точнее, то 1002 мегабайта. Текстовая установка не претерпела каких-либо изменений, что странно, ведь можно было бы и процесс установки сделать а-ля Windows Vista. В целом текстовый этап вполне типичный и никак не отличается от оригинала. Первое отличие от оригинала проявляется уже на этапе загрузки графической части установки. Нас встречает стилистика Windows Vista и приближенная к ней цветовая гамма. Рекламные сообщения остались прежними, этапы левого меню не претерпели каких-либо изменений, а бэкфорс классической установки с сочетанием клавиш Shift плюс F11 также остался целым. Сама классическая установка, это если что, я говорю про вот это окно, содержит только измененные картинки. Сама концепция осталась оригинальной. Язык, имя, ключ. На этом все особенности установщика системы завершаются. Первоначальная настройка выполнена вот таким образом. Сделано, если честно, вполне добротно и никоим образом не отделяется от стиля программы установки. Только, конечно, музыкальное сопровождение кажется немного неподходящим, но из-за вероятного наличия авторских прав на эту композицию продемонстрировать видео ее не смогу. Да еще и забавно видеть в OBE надпись «Спасибо за покупку Windows». По поводу первоначальной настройки сказать особо нечего. Этапы те же, логика такая же, только помощника в виде знака вопроса нет. Выпилили, да и невелика потеря. Завершаем первоначальную настройку и наконец-то попадаем в уже готовую систему. Сейчас я хочу сказать 3 вещи. Во-первых, я очень удивлен качеством оформления. Думал, будет намного хуже, даже стандартную тему Луна переделали. Во-вторых, звук запуска я где-то уже мог слышать и ранее, и это не в оригинальной Vista. И в-третьих, как так вышло, что корзина спрятана за боковой панелью с виджетами? Это так задумано? Ладно. В общем, что мы имеем? Мы имеем Windows XP, если судить по данным версии ядра NT, переделанную в Vista-подобный стиль. Это заметно по цветовой гамме, бликам и объемности объектов. К Frutager Aira, вероятно, подобное отнести будет сложно, так как тут нет эффектов стекла и подобных ему отражений. Вероятно, это просто из-за технических ограничений самой Windows XP. Технологии Windows Aira тогда еще просто не существовало. Сборки Longhorn не учитываем, кстати. Если кто-то в этом разбирается больше меня, то поправьте в комментариях, наоборот, рад буду. В качестве стандартного фона здесь показывается безмятежность, но не та самая оригинальная. Учитывая все последние тенденции мира технологий, данная картинка может быть нарисована нейросетью. Хотя я могу ошибаться, все сложнее и сложнее становится отличить реальные художественные работы с творчеством нейросетей. Извиняюсь за отступление, и так тут душню жестко. Из установленных программ в панели управления здесь показываются Windows Sidebar,
Alki for Applications, который как раз и добавляет поддержку этой боковой панели и возможность запуска вистовских приложений, Windows Defender, низкоуровневые языковые библиотеки и официальный гаджет от Microsoft Office 2007 по просмотру недавних документов. Перейдем к виджетам. Они ничем не примечательны. Присутствуют как стандартные виджеты из Windows Vista, так и целая встроенная коллекция от сторонних авторов. Основа экрана приветствия, вероятно, взята из ранних Windows Longhorn. Это видно по часам в углу экрана. Первые бета-выпуски Longhorn основывались на Windows XP, и, очевидно, подобные компоненты будут целиком совместимы между собой. Теперь, думаю, можно затронуть и поставляемые программы. В закрепленных можно увидеть журнал Windows, календарь, Movie Maker, Windows Easy Transfer и Windows Media Player. Журнал Windows взят из изданий Windows XP для планшетов, Windows XP Tablet PC Edition. Календарь и Easy Transfer заимствованы из Windows Vista. Movie Maker здесь стандартный, просто переделан. С Windows Media Player такая же ситуация, стандартная 11-я версия. Также присутствует Internet Explorer 7.0, обновленный поиск Windows Search 4.0, игры из Windows Vista и приложения из Tablet PC. Еще одна вещь, которая мне здесь понравилась, это переделанная система персонализации. И если нажать свойства на рабочем столе, то вместо привычного окна нам показывается вот это. Даже как-то симпатично. Это окно работает на отдельном файле под именем desk.exe, а при нажатии пунктов меню открываются уже стандартные переделанные элементы панели управления. Как итог по этой сборке хочу сказать следующее. Переделка пусть и хорошая, и даже в некотором смысле интересная, но практического смысла я в этом не вижу. XP давно является исторической системой, и ее окончательная поддержка завершилась еще в 2019-м. И если бы это вышло в тех же нулевых, кто знает, может это бы снискало популярность. А сейчас это можно максимум рассмотреть как практический результат работы и исследования по адаптации Windows XP под свои нужды из коробки. От этого автора существует также и Windows Millennium Second Edition, выложенная на том же archive.org. Цель сборки не отличается от первой – переделка интерфейса Windows XP к уровню Windows Millennium. Оригинальная Windows Millennium вышла в сентябре 2000 года, и в истории она запомнилась как одна из самых формальных версий Windows за все время существования. Хотя на моей памяти Windows Millennium не была такой уж и плохой. Когда мне было 10 лет, эта система была на моем IBM ThinkPad 600E некоторое время. На том самом ноутбуке, который я еще в 2021 мельком показывал. За годы его состояние никак не поменялось, все так же лежит на полке. А в этой Windows ME SE ничего особого. Ну, приложение из Millennium перенесли. Ну, проводник взят из Windows 2000, с багами, кстати. Ну, процесс установки более разнообразный. Даже в текстовом варианте вместо Windows XP написано как Windows ME. Да и в целом сборка имеет больше ошибок, чем ранее показанная. Рассказать, опять же, особо нечего. Windows 97. Нет, здесь не пойдет речь о какой-либо секретной или загадочной версии системы, а о фейковом поделе некого пользователя с никнеймом EDMan 1994. Последний релиз был аж в 2012 году. На YouTube имеется видео с презентацией Windows 97 2.0, выложенное в 2008, но доступное по ссылке. Вероятно, автору со временем просто стало стыдно. Что ж, бывает, понимаю. И автору этого творения, если опираться на цифры никнейма как год рождения, в этом году исполняется 30 лет. Вот же время летит. Установка здесь выглядит интересно. У нас в комплекте присутствует setup.ima, это, так скажем, установочная дискета, и сам образ в формате ISO. Загружаемся с дискеты, видим надпись Starting Windows 97, смотрите как подлинно. И в итоге мы попадаем в меню MS-DOS, которое подписано как Microsoft Windows 97 Startup меню. Здесь нам предлагают 4 варианта сотрудничества и развития драматических событий фильма ужасов. Запустить программу установки, запустить досовский F-диск для работы с разделами, просто выйти в командную строку и попробовать систему без установки на компьютер или же Live CD. Быстренько расскажу, как это устроено. Само DOS-меню редактируется в файле config.sys и по структуре сильно смахивает на обычный inf-файл, но на деле это не особо верно. Через меню Item можно задать сам пункт, действие из autoexec.bat и название.
Через меню Color можно, собственно, украшать меню ограниченной цветовой палитрой. А Live CD запускается созданием RAM-диска с распаковкой вставленного ISO-образа, в котором уже находится полноценная система. Почему так работает Live CD, расскажу в этом видео чуть позднее. Можно приступить к установке. Так как сейчас виртуальная машина нулевая или же пустая, то нам нужно в срочном порядке разметить разделы. После разметки начинаем основное деяние. Нажимаем на первый пункт, видим логотип загрузки этой шушарской чудо-сборки, говорим FAS86 боксу на установку CD-диска в привод, и мы попадаем в невероятную программу установки Windows 97, запатентованную самим автором. Программа установки сделана в виде BAT-файла и очень проста. Форматирование раздела и распаковка файлов из ISO в папку temp. Все. Кому будет интересно рассмотреть работу установщика или чисто ради забавы поиграться, все упоминаемые ссылки и сборки я выложу в свой телеграм-канал. Нет, это не реклама, просто хочу облегчить поиски для заинтересованных и неравнодушных зрителей. После копирования или, так скажем, текстового этапа установки перед нами появляется уже графический. Запускается минимальная до нельзя система, на фоне написано Windows 97 Setup и программа установки на основе Innos Setup 1.2. Сама программа установки, кстати, имеет необычный для меня формат – PRG. Нас приветствует в продолжении установки Windows 97 версии 3.5. Нажимаем «Далее». Лицензионное соглашение рассказывает нам, что эта сборка имеет в себе программу Calmira и основана на DOS 7.0. А это значит, что в качестве ОС с вероятностью 99,99% была взята Windows 3X. А это семейство ОС мало того, что имеет малый вес, так и толком не имело привязку к устройствам компьютера, что в 75% случаев систему можно было легко сдампить со всеми параметрами и содержимым. И сейчас я, если что, до конца разобрал вопрос с Live CD в этой сборке. После окончательной установки мы видим саму систему и окно с текстом «Please wait while Windows 97 loads», или же по-русски «Подождите, пока Windows 97 загрузится». Рабочий стол здесь стандартный калмировский. Фон из Windows 95 с приделанным копирайтом и табличкой, гласящей о том, что это может нарушать авторские права и ни в коем случае нигде это не продавайте. В принципе, по этой сборке все. Обычный Windows 3.11 с натянутой Calmira и стандартными программами. Из особенностей могу выделить программу, которая придает вид окон, кнопок и прочего GUI составляющего из Windows 95 и Windows 3.11. Некая маска 98, информации о ней в интернете очень мало. Логику установки системы и возможность запуска Live CD, переделанный WinVer и сведения о версии в DOS. Если, например, от Windows 97 мы уже отошли, то от самой стилистики Windows 3.1 еще пока нет. Как вам такое творение под названием Windows 1992 от некого Мэдди MGD? Вероятно, это родственник Михаэля MGD. Кто знает, мне не рассказывали. Сие творение представляет себя абы что. Установщик заменен на классический, в экране загрузки и на экране приветствия показывается логотип Windows 1992, хотя везде написано как Windows XP. В качестве оболочки здесь присутствует диспетчер программ EU-Bit Menu 16, программы из Windows 3X. В общем, надо это смотреть самому, это что-то с чем-то. Следующая сборка, которую мы рассмотрим прямо сейчас, так скажем, я даже не знаю, как мне ее презентовать. Называется она очень провокационно, и мне даже произносить немного стеснительно, поэтому ее название вы видите на экране. Авторами данной сборки являются SBProc и B-Cube. Первое упоминание датируется летом 2023 года. Также напоминаю, что автор видео никого не старается оскорбить, задеть или унизить с целью получения какой-либо выгоды или морального удовольствия, а все показанное демонстрируется исключительно в развлекательных и образовательных целях. Что она из себя вообще представляет? На чем она основана? В чем ее смысл? Эта сборка представляет собой нецензурный перевод оригинальной Windows 98, который тебя уже посылает на небо со звездочкой еще во время выбора пункта установки. В boot-меню этого творения имеется 5 пунктов. Первый ставит систему, вторая загружает так называемый собственный DOS, третья запускает DOS, четвертая не работает, ругается на отсутствующий файл. Вскрыл образ, посмотрел.
там ссылка на шатдаун. Это, конечно, печально. И, наконец, 5 делает то же самое. Ну сколько можно-то? Нажимаем первый пункт и... О боже. Они даже приветственное сообщение с sys-файлов драйверов переделали. Далее нам показывается дисклеймер, с которым я вполне себе согласен. Даже удивительно, что кто-то помнит Windows Олег. Да. Далее идет текстовый режим установки, который тоже переделан. Если честно, то я и шокирован тем, что такое можно вообще создать, и во время создания этого видео я ловил немалое количество кеков. Хотя некоторые шутки я там осуждаю. Графический установщик здесь тоже кардинально изменен. Это, наверное, самое трэшовое из всего того, что присутствовало в этом видео. Честно, креатив тут действительно зашкаливает. Я поражен внутренним содержимым этой сборки и огромным количеством словарного запаса. Тут присутствует огромное количество фразеологизмов и словосочетаний, о существовании которых я даже и не подозревал в принципе. В сборке затрагиваются различные социальные-асоциальные темы, шутки и прочие моменты, о которых в видео рассказать не получится. А начальное видео после запуска системы – это отдельный бас-буст шедевр. Если опустить все разъяснения и кратко изложить, то извините за выражение, это пиздец. Здесь изменена буквально вся система, начиная от процесса установки и инструментария и заканчивая фонами рабочего стола и стандартными программами. Такие вот дела. Последней сборкой, которую мы рассмотрим в данном видео, это Micro 11, выпущенная энтузиастом под псевдонимом Bob Pony. Распространяется в виде ISO-образа и весит 498 мегабайт. Это меньше, чем образ коробочной версии английской Windows 98 и установочного диска Windows XP, которая весит 625 и 593 мегабайта соответственно. Также хочу подметить, что мы сравнили 32-битные системы, а Micro 11, как и вся Windows 11 в целом, существует только в 64-битном виде. При таких-то размерах. Установщик взят из Windows Server. Windows PE построена на сборке 25921 и сильно урезана. Здесь нет шрифтов, даже на кнопках управления окном. В классической теме, если кто не знает, для обозначения кнопок управления окном и прочих графических элементов используется отдельный шрифт. Процесс установки здесь очень быстрый, потому что ну и понятно. Micro 11, и тут появляется один прекрасный вопрос. Нет, это не что тут вырезали, а что тут вообще осталось. Первоначальной настройки здесь нет, шрифтов, видимо, тоже. Экран входа и блокировки здесь отсутствует, вместо него вызывается его консольная реализация. После установки у нас имеется учетная запись администратор, и к ней требует установить новый пароль. Обычные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не подойдут. Система пожалуется на вашу халатность к безопасности учетной записи. После смены пароля мы попадаем в нашу систему, которая просто состоит из открытой консоли. И если закрыть эту командную строку, то она откроется заново. Проводника здесь нет, панель управления отсутствует. Платформа UVP вырезана на корню, а при вызове короткой ссылки на те же современные параметры мы получаем ошибку о том, что класс не зарегистрирован. Инструментарий здесь минимален. Диспетчер задач выглядит вот так. Переключение юзеров не поддерживается. Аккаунт создать можно, но войти в него будет сложно из-за автовхода в аккаунт администратора и удаления консольной команды логов. В окне о программе нет какой-либо информации о системе, кроме версии 23H2. Остальное вычищено. Команда WinVer также отсутствует. Система потребляет 400-500 мегабайт АЗУ с включенным файлом подкачки, а папка Windows весит 1,3 гигабайта. Ну, зато можно поставить какие-нибудь сторонние программы. Но не все, конечно же. Total Commander как минимум прекрасно работает. Данная сборка может послужить отличным инструментом в отместку обидчику с условием «проживи на ней неделю, как с основной системой». Если серьезно, то в этом вижу обычный эксперимент, не более. Я также могу прекрасно понять тех людей, комментируя, мол, это не нужно или очередной мусор. Подобное заставило вспомнить себя 14-летнего, который ради фана экспериментировал с системой без какого-либо файла или папки, показывая, насколько тот или иной объект критически необходим для системы на самом деле. Весь контент, что тогда и что сейчас, снимаю чисто для души с желанием сделать не только классно, но как и на совесть, так и на долгие годы. Подписывайтесь, кстати, вместе интереснее. Каковы выводы из всего вышепоказанного? За всех сказать сложно, да и в принципе так делать нельзя.
Каждый решает и строит свое мнение по этому вопросу сам. Я считаю, что подобное большинство сборок, выложенных на архив.org условно, не нужно. Они просто являются обычной забавой. Однако среди всей этой кучи есть даже вполне себе приличные работы, но куда их можно применить? Большинство таких сборок с вероятностью в 50% созданы или на устаревшей системе, или чисто ради какой-то веселухи. И я бы такое не рисковал ставить на постоянной основе, хотя Windows XP Aero реально сделано неплохо, я без прикола удивлен. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, буду рад их посмотреть. А на этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Давайте достигнем 100 тысяч подписчиков. Также не забывайте делиться роликом со своими друзьями, да вообще кому и где угодно. Ваша поддержка будет очень важна. Огромное всем спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал любой своей суммой. Всех от души люблю и до новых встреч, дорогие друзья.